Всем привет! С вами Мария. Добро пожаловать на мой вязальный канал. В этом видео я предлагаю связать со мной вот такую футболку узором сетка. Вяжется футболка снизу вверх отдельными деталями. Спинка у футболки тут чуть длиннее переда за счет конструкции диагонального плеча. И вот такой вот прямой горловины по спинке. Пряжу для футболки я брала шелковую. Вот такой креповый шелк. Это бобинный. Я брала в 6 нитей. Итоговый метраж 533 метра на 100 грамм. Для такого изделия подойдут любые летние пряжи: хлопок, лен, вискоза, буретный шелк или дикий шелк туса. Только метраж может отличаться. Если, например, хлопок или лен, возможно, нужно будет взять потолще нить, потому что они идут тяжелее, чем шелк. И также из хлопка будет или буретного шелка будет другая фактура футболки, она будет лучше держать форму, потому что вот это полотно, оно такое очень, скажем так, не держит форму и вытягивается. Вот. Так что, в принципе, тут можно на любой вкус подобрать состав пряжи. Весит моя футболка конкретно 152 грамма. Спицы я использовала номер 3 для основного узора и 2,5 для всех резинок. Также я сшивала детали крючком 3 миллиметра. Моя плотность основного узора в квадрате 10 на 10 сантиметров, 20 петель и 32 ряда. Мои параметры: это обхват груди 88 сантиметров и рост 167. Футболка имеет хорошую свободу облегания. И рассмотрим размеры детальнее. Значит, ширина футболки 53 сантиметра. От горловины, от центра горловины переда и вместе с резинкой 38 сантиметров. Высота проймы 20 сантиметров. Получается вырез горловины или росток 10 сантиметров. Резинки по низу 5,5 сантиметров, по рукаву 4 и по горловине 3 сантиметра. Длина рукава от плеча 18 сантиметров вместе с резинкой. Плечевой скос, который у нас получился в результате нашего японского плеча, ширина плечевого скоса у нас 14,5 сантиметров. И ширина горловины 14,5 сантиметров тоже. И вот это вот то, что немножко длиннее получается спинка, чем вперед, 3,5 сантиметров разница. И тело от подреза до низа вместе с резинкой 28 сантиметров. Я думаю, все уже назвала. Да. Далее еще будут фото и видео примерки изделия, и приступим к вязанию.
Приступаем к вязанию. Берем спицы 2,5 и обычным способом набираем петли. Так как это шелк, то он не очень хорошо держит итальянский набор, поэтому будем набирать обычным способом длинный хвост. Вот таким вот образом берем ниточки, вставляем спицу и набираем петли. Набираем 111 петель. Набрали 111 петель и вяжем резинку 1 на 1. Это будет первый изнаночный ряд. Первую петлю снимаем как кромочную, и после кромочной первая петля изнаночная. А дальше уже лицевая, изнаночная и чередуем. Вяжем резинку 1 на 1. Провязали 23 ряда резинки 1 на 1. Это 6 сантиметров в высоту. И перешли на спицы номер 3 для того, чтобы вязать основной узор. И рассмотрим схему узора поближе. Вот такая вот схема. Первый ряд, для начала раппорт узора составляет 4 петли и плюс 1 петля для симметрии. Первый ряд у нас получается, мы вяжем 1 лицевую, накид, 3 изнаночные вместе, накид и далее повторяем 1 лицевая, накид, 3 изнаночные провязываем вместе, накид и дальше вот такой вот раппорт небольшой. Следующие ряды у нас все просто. Вот в изнаночном ряду мы только надо будет не запутаться, где именно вязать вот эти вот петли, которые у нас будут лицевыми дорожками. А дальше еще 2 ряда, просто мы повторяем узор. И в 5 ряду мы вяжем такие же условные обозначения, просто смещаемся. Получается, что вот 3 изнаночные у нас смещаются на 2 петли. А по краям нужно будет просто по 2 лицевые провязать вместе. Справа с наклоном получается влево и в конце с наклоном вправо, в конце ряда. И дальше у нас опять повторяется. Просто вяжем такую нерегулярную как бы резинку, лицевые дорожки по 1 петле и между ними по 3 изнаночные петли. Начнем с первого ряда и вяжем первый ряд нашего узора. Кромочную мы снимаем, лицевую провязываем. Дальше по узору у нас накид и 3 изнаночные вместе. Но так как у нас тут была резинка перед этим, нужно переставить петли, чтобы было удобно провязать их все вместе. Накид у нас и 3 изнаночные вместе. Вот так вот берем просто 3 петли и сразу же провязываем изнаночной. Накид, лицевая. Получается у нас вот он, раппорт отвязан плюс петля симметрии. Давайте еще раз для закрепления. После лицевой петли у нас накид и вот провязываем 3 петли вместе изнаночной петлей и накид, и дальше опять лицевая, и повторяем так до конца ряда. Провязали первый ряд по узору и закончили симметрично: лицевая и кромочная. Кромочную я в лицевом ряду в конце провязываю лицевой, а в изнаночном провязываю изнаночной. И второй ряд нашего узора. Вот он. У нас здесь чередование: лицевая 1 и 3 изнаночные. Главное определить, где вот это у нас будущая будет лицевая. И по изнанке ориентируемся на те петли, которые мы провязали 3 вместе.
Значит, здесь в изнаночном ряду эту петлю мы провязываем изнаночной, потому что из этих 3 петель у нас будут лицевые дорожки. И смотрим, где у нас, вот у нас 3 вместе провязаны, значит, это у нас будет изнаночная петля, а перед ней 2 лицевые. Кромочную снимаем, вяжем 2 лицевые, накид тоже лицевой, а эту петлю провязываем изнаночной. И повторяем 3 лицевые и 1 изнаночная. Еще раз. Из накидов мы вяжем лицевую, из 2 петли тоже лицевую, это у нас 2 лицевая и 3 из накида. И петлю, которую мы сделали из 3 петель, вяжем изнаночной. Это 2 ряд узора. Дальше 3 и 4 вяжем петли по рисунку, ничего не меняя. Итак, готовы 4 ряда нашего узора и 5 ряд. Он похож на первый, но со смещением. То есть начинаем мы 2 петли вместе провязываем, накид, лицевая, накид, и далее уже 3 петли вместе повторяем, и в конце заканчиваем тоже 2 петли лицевые вместе. Вяжем 5 ряд. Две петли вместе, вот эти вот у нас изнаночные. Можно вот так вот завести спицу. Это будет у нас с наклоном вправо, а если с наклоном влево, то нужно развернуть петли. Вот так. Провязываем 2 петли вместе, дальше накид, 1 лицевая, опять накид, и дальше уже мы вяжем, как вязали в первом ряду, просто 3 изнаночные вместе. Теперь они у нас сразу 3 изнаночные, а не так, как после резинки, поэтому сразу их и провязываем изнаночной петлей. Дальше накид, 1 лицевая, и тут уже легко будет ориентироваться, так как у нас чередуются 3 изнаночные и 1 лицевая. Лицевую мы провязываем 1 лицевой, дальше между лицевой и 3 вместе просто накиды. И так до конца ряда. И в конце провяжем 2 петли вместе лицевой. И дальше уже 6, 7, 8 ряд вяжем так, как мы вязали, то есть просто у нас из этих 3 изнаночных будет лицевая дорожка, ориентируемся на нее, и вот эти вот по краям тоже будут у нас изнаночными лицевыми дорожками, а в изнаночном ряду изнаночными. Вяжем. Я думаю, что узор несложный. Всего 4 петли раппорт и в высоту 8 рядов. Всего нужно связать до пройм, получается 9 таких раппортов. В рядах это 72 ряда от резинки. Так, отвязали основным узором от резинки 72 ряда. В сантиметрах 21 сантиметр. Ну и плюс 6 сантиметров резинки. То есть всего 27 сантиметров. И теперь уже будем делать убавки для проймы. Убавки будем делать обычным способом. Будем закрывать через протяжку. Значит, 73 ряд от резинки. Закрываем сначала 3 петли с одной стороны и с другой. Потом закрываем 2 петли и еще 3 раза по 1 петле. То есть всего у нас это закрытие будет 10 рядов. Вяжем, сначала закрываем 3 петли,
в первом ряду. Обычно я вяжу по 2 вместе. Можно, например, провязать вот так петлю и перекинуть правую на левую. Можно и таким же способом. А можно просто вот так обратно одевать на спицу и провязывать 2 вместе. 3 раза мы закрыли. Можно посчитать косички. 1, 2, 3. И вяжем ряд по узору, по нашему узору основному. И будем уже по изнанке закрывать с этой стороны 3 петли. Здесь у нас могут не совпадать петли по узору. Но вяжем просто, значит, у нас тут изнаночная, так ее и вяжем. А уже со следующей лицевой смотрим, как у нас должен тут распределяться узор. То есть мы эту лицевую провязываем. И дальше у нас тут участок, где 3 изнаночные нужно провязать вместе. А перед ними сделать накид. И вяжем по узору весь ряд. И в конце первого ряда с убавками, чтобы было у нас симметрично, справа и слева, мы вот этот отрезок провяжем не по узору, а просто как идут у нас петли. То есть 3 изнаночные, лицевая и кромочная. И теперь уже по изнанке закроем 3 петли. Можно по 2 вместе изнаночными, можно протяжкой, как вам удобно. Например, сняли кромочную и провязали изнаночную и перекинули правую петлю на левую. Или по 2 вместе. Дальше у нас лицевые. Перекидываем правую петлю на левую и 3-я петля готова. Закрыли, и с другой стороны мы 3 петли. Дальше вяжем тоже по узору, смотрим. Тут у нас 1 лицевая. И дальше внимательно в изнаночном ряду, после вот этих 3 изнаночных вместе провязанных, смотрим, где они. Это у нас будут они изнаночными, и между ними 3 лицевые по нашему узору. Вяжем, получается, лицевые и вот эту изнаночной. И вот таким способом сделаем небольшие убавки. Получается у нас по 3, 2 и еще 3, по 8 петель будет убавлено. Вот таким образом убавляем 1 раз 3 по 3 петли с каждой стороны, 1 раз по 2 петли, это в следующем ряду, и еще 3 раза по 1 петле. Всего по 8 петель убавляем с каждой стороны. И дальше уже вяжем по прямой, обычным нашим узором. Провязали пройму по спинке. Значит, вот наши убавки, закрытые петли. И дальше отвязан участок по прямой. Если отсчитывать от этого ряда, в котором у нас была первая убавка, то здесь отвязано 46 рядов. Если от резинки, то всего 118 рядов. И вот этот участок у нас приблизительно 13,5 сантиметров. А если считать в сантиметрах от резинки, сколько всего, приблизительно 34-35 сантиметров. И теперь будем делать скосы для плеч. Как мы будем их делать? Значит, берем, у нас 2 петли будет лицевые, и следующие 2 провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это будет справа, а слева с наклоном другим, соответственно. Итак, вяжем. Получается, это у нас уже 119 ряд от резинки. И как же мы будем делать убавки? Значит, кромочную в данном случае мы не снимаем, а провязываем. В каждом ряду будем провязывать кромочную в начале. То есть мы ее провязываем лицевой.
лицевой петлей. Дальше провязываем одну лицевую и еще 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Значит, справа у нас будут вот такие убавки с наклоном влево в каждом ряду. И всего нужно сделать таких убавок 32 с одной стороны и с другой. Вяжем по узору ряд, не довязывая 4 петли. И делаем убавку слева. Тут у нас 4 петли осталось. Вот эти 2 предпоследние мы провязываем вместе с наклоном вправо. И оставшиеся 2 петли. Кромочную в лицевом ряду в конце я провязываю лицевой петлей. Так, и разворачиваемся. В изнаночном ряду мы тоже делаем убавки. Поэтому покажу как. Кромочную в изнаночном ряду мы тоже, получается, первую провязываем, но провязываем изнаночной петлей. Вот так. Для чего нужно провязывать кромочные каждый раз? Для того, чтобы у нас этот скос не был стянутый. Так, провязали кромочную изнаночной в изнаночном ряду, дальше одну изнаночную петлю, и эти 2 нам нужно провязать вместе. Для того, чтобы эту дорожку продлить, которая у нас будет с убавками, нужно поставить правильное положение петли, вот лицевую вот эту развернуть, 4-ю петлю, и заводим, получается, с 3-й петли спицу и в еще одну петлю, и провязываем 2 вместе изнаночной, так чтобы у нас получалась такая дорожка из убавок. Это с изнаночной стороны справа. И в конце покажу еще, как симметрично сделать убавку. Вяжем ряд, не довязывая 4 петли. И в изнаночном ряду слева у нас опять осталось 4 петли, и нужно сделать убавку. Переставляем петлю таким образом, чтобы у нас левая дужка была ближе у этих 2 петель. И вставляем спицу в 3-ю от края петлю, вот так, и потом в 4-ю, 2 петли вместе захватываем и провязываем вместе изнаночной петлей. Вот такая вот убавка по изнанке. И довязываем ряд до конца. Кромочную в конце в изнаночном ряду я провязываю изнаночной. И делаем такие вот убавки. Получается вот такая вот дорожка. 3-я петля у нас будет 2 вместе, все время повторяться. И будет вот такой вот наклон. Всего нужно 32 таких убавки. Получается, эта высота такого скоса будет 32 ряда. И оставшиеся 31 петлю мы закроем просто обычной протяжкой. То есть будет такая, как трапеция. Вяжем и не забывая провязывать кромочную и в начале, и в конце. Сделали 32 убавки с одной стороны и с другой. Вот как они получились. И вот такие вот кромочные петли у нас получаются. Из-за того, что мы в каждом ряду их провязывали, они вот такие вот неравномерные. Закрыли петли, которые у нас оставались по прямой, 31 петлю, и ниточку обрезайте подлиннее, чтобы потом можно было ей сшить плечевой шов. Вот такая вот у нас спинка. Смотрим на деталь переда, которую мы вязали аналогично, как и спинку, до вот этого момента. А именно, здесь от резинки отвязано 104 ряда, 32 сантиметра, если мерить. И в этом моменте мы будем делать горловину по переду.
Для этого возьмем маркеры и отделим вот этот центральный участок, который закроем первый. 13 центральных петель отделяем маркерами. Получается по краям у нас по 41 петле с каждой стороны. И закрываем эти 13 петель обычной протяжкой, так как мы закрывали спинку в конце. Вяжем по узору. Перед маркером вот эти 4 петли провязываем 4 петли лицевыми. Здесь мы будем делать потом убавки. И удобнее будет, если эти петли у нас будут лицевые. И получается после маркера, когда мы закроем 13 петель, тоже 4 петли лицевые. Дальше все петли по узору. Закрыли 12 центральных петель, и вот у нас одна петля еще осталась. Снимем маркер и закроем последнюю. Так, чтобы у нас слева осталось на спицах 41 петля. Вот. И вот эти 3, получается, мы провяжем лицевыми. Дальше двигаемся по узору, то есть накид 3 вместе, изнаночный накид и так далее. И вернемся обратно в следующем лицевом ряду, начнем делать убавки для того, чтобы сделать круглый вырез. Так, и как же мы будем делать здесь убавки? Я думаю, что понятно, что левую сторону мы сначала первую закончим и далее уже сделаем симметрично правую. Значит, нужно сделать у нас здесь убавки 9 раз, так как у нас здесь центральные 13 петель и еще по 9 с каждой стороны, чтобы у нас получилась такая же ширина горловины, как и по спинке, а именно 31 петля. Поэтому здесь у нас центральные 13 петель и с каждой стороны нужно сделать по 9 убавок. 3 убавки мы будем делать в каждом ряду и следующие 6 в каждом втором ряду. Убавки у нас похожие, как мы делали по спинке, для того, чтобы сформировать вот эти вот скосы по плечам. То есть у нас кромочная, лицевая и далее 2 вместе с наклоном. Получается, слева у нас будут убавки с наклоном влево по горловине. То есть кромочную мы снимаем, одну лицевую провязываем и 2 вместе с наклоном влево. Вот такие вот убавки. 3 таких убавки в каждом ряду, то есть в изнаночном мы тоже сделаем, далее в лицевом и уже последующие 6 в каждом втором ряду. Желательно, чтобы было удобно делать их в лицевом. Ну, так оно и получится, потому что 3 убавки у нас в каждом ряду, далее изнаночный ряд без убавки и далее с лицевого ряда начинаем убавлять в каждом втором. Здесь у нас будет узор уходить в эти петли. Вот такие вот убавки. И всего, получается, нужно будет потом еще после убавок провязать, если от резинки смотреть, то 154 ряда. Если от горловины смотреть, то получается 50 рядов. Получается, что какое-то расстояние с убавками мы провяжем, а какое-то просто по прямой. И закроем далее просто вот такой вот у нас будет прямоугольник, так как скосы мы уже вывязали по спинке. Вяжем убавки. 3 убавки в каждом ряду и еще 6 в каждом втором. И дальше еще вяжем по прямой. Далее вторую сторону нужно будет провязать симметрично. И вот как получается горловина. После разделения на 2 полочки отвязали 50 рядов. И вот так вот получается мы закрыли по прямой петли. С одной стороны и с другой. И на этом этапе можно сшить вперед и спинку. Для того, чтобы не запутаться в рядах, я нарисовала схему. Спинка и вперед. Здесь цифрами обозначены ряды,
петли и также сантиметры. Получается спинка. Начинаем мы 23 ряда резинки 1 на 1 на спицах 2,5. Это приблизительно 5,5 сантиметров получается расстояние этой резинки. Далее вяжем основным узором на спицах номер 3 72 ряда. Вот этот отрезок. Одинаково что по спинке, что по переду. У нас 72 ряда до подреза. Это 22,5 сантиметра. Далее подрез делаем, убавляем по 8 петель в сумме. От начала вывязывания подреза вяжем 46 рядов, это 14 сантиметров приблизительно, и начинаем делать наши скосы после этого отрезка 46 рядов. Начинаем убавки в каждом ряду, получается 32 петли нужно убавить, чтобы осталось у нас в итоге 31 петля. В каждом ряду делаем убавки, тут получается 32 ряда и 32 петли одинаково. Это 10 сантиметров в высоту. Далее приступаем к переду, точно так же вяжем, делаем подрезы. И получается, от резинки нужно провязать 104 ряда, это 32,5 сантиметра приблизительно, потому что замеры все-таки ручные, и пряжа у меня шелк, и она тянется во все стороны. 104 ряда до горловины переда, и начинаем делать здесь, закрывать петли и формировать горловину. И от подреза, если считать, здесь нужно провязать, получается 82 ряда и закрыть по прямой. Или если от резинки 154 ряда всего. Вся высота получается переда без резинки. И в сантиметрах 154 ряда это 48 сантиметров. И вот эта высота проймы по переду это 25,5 сантиметров, 82 ряда. Здесь тоже у нас по 32 петли остается, ну и горловина, соответственно, тут всего 31 петля ширина. Так, чтобы было понятнее, если вдруг где-то забыли или сбились. Тут получается высота не сильно большая разница. Видите, от горловины спинки и от плеча по переду здесь 154 ряда, а здесь 150. Небольшая, потому и спинка длиннее получается, чем вперед. Так, готовы вперед и спинка. Это у нас изнанка. Я уже сшила боковые швы. Я это делаю с помощью крючка тамбурным швом. Но вы можете это делать и матрасным, или еще каким вы обычно привыкли сшивать детали. Покажу на примере плеча, как я сшиваю с помощью крючка. Значит, прикладываем с изнанки. Плечо получается по переду и спинку. Вот у нас, где мы ниточку оставляли подлиннее. Вот так вот будем связывать. Тут у нас получается 32 петли. А здесь по кромочным тоже должно быть 32, так как мы в каждом ряду провязывали кромочные петли. Берем крючок. И по кромочным тамбурным швом будем сшивать. Значит, вот первая кромочная, это по переду деталь, и вот по спинке. По спинке у нас тут были закрыты петли, вот такая вот длинная петля. И берем нитку, которая у нас от спинки. Можно также было по переду оставить подлиннее, это уже как получилось. И вытягиваем первую петлю крючком.
Дальше захватываем вторую пару кромочных. У нас тут как бы не кромочная, а закрытая петля по детали переда. И дальше кромочная по спинке. Вот здесь как бы не в кромочную, а чуть ниже. Получается, кромочные, они отделены вот такие вот, получается, места. Чуть ниже кромочной получается. Чтобы не задеть вот эту следующую дорожку из лицевых петель, вот над ней вставляем крючок и вытягиваем вторую петлю и провязываем вот такой соединительный столбик. И дальше двигаемся по петлям. Здесь опять находим это место. Получается, между дорожкой кромочных петель и следующей лицевой дорожкой. Вот. Напротив каждой кромочной петли. И опять соединительный столбик. Сильно здесь петли не затягиваем, чтобы не стянуть шов. Так, посвободней. И сшиваем так до конца. Таким вот образом. И потом получится вот такой вот шов. Здесь тоже все по кромочным, по бокам. У нас тут они все совпадают. Получается вот с одной стороны такая вот дорожка получается, косичка, а с другой стороны вот такие вот перемычки. Сшиваем плечевые швы. Для рукава я нарисовала вот такую вот схему. Значит, нужно набрать 83 петли обычным способом, длинный хвост на спице 2,5 и вязать резинку 1 на 1 17 рядов. После этого это приблизительно 4 сантиметра где-то высота резинки. После этого начинаем основным узором вязать рукав. И всего нужно связать 40 рядов этого узора и делать убавки. Такие 3 участка убавок получается: первый, второй и третий. Первый участок мы вяжем убавки 11 с каждой стороны в каждом ряду, по 11 убавок в каждом ряду. И точно так же, как мы и по спинке делали наши скосы плеч, точно так же вяжем кромочные в каждом ряду. То есть у нас кромочные будут такие же, как и в скосах плеч. Это для того, чтобы этот участок не был у нас стянутый. Далее, после того, как связали в каждом ряду, это у нас 11 рядов, мы вяжем второй участок, 9 убавок в каждом втором ряду. То есть это еще 18 рядов в каждом втором ряду с каждой стороны. И остается у нас еще 11 рядов и, соответственно, еще раз по 11 убавок с каждой стороны в каждом ряду. И остается 21 петля. Закрываем просто ровный участок обычной протяжкой. И такой вот рукав у нас получается. Как здесь после резинки сразу делать убавки и перейти на узор, я покажу. Вот у нас набрана резинка, отвязана резинка. И как бы нужно сразу перейти и на узор, и делать убавки. Но убавки у нас занимают какое-то количество петель, чтобы это красиво смотрелось. А именно это 3-4 петли. То есть кромочную мы сразу же провязываем, потому что у нас тут будут убавки в каждом ряду. Для этого мы провязываем кромочную лицевой. Дальше 1 лицевая петля. И делаем убавку. Получается, разворачиваем петли, чтобы сделать убавку с наклоном влево.
Вот так. И у нас тут остается одна изнаночная петля, мы ее просто вот так провязываем. Далее она у нас пойдет в убавку с изнаночной стороны. Дальше у нас уже лицевая, это уже петли по узору. Вяжем первый ряд нашего узора, то есть лицевая, накид, 3 вместе. И далее повторяем. Так вяжем узора, получается 73 петли. И не довязываем 5 петель, чтобы вот это вот у нас изнаночная, и дальше опять 2 вместе останется, и остальные петли. У нас тут получается 5 петель нужно не довязать. Мы закончим вот этой лицевой точно так же, как у нас в узоре. Вот она, лицевая. И дальше уже просто по рисунку у нас тут одна изнаночная, 2 вместе и еще 2 петли лицевая и кромочная. И будем делать, получается, 11 убавок в каждом ряду. Дальше вяжем по узору наши петли. И такой вот рукав. Еще раз. В высоту получается резинка где-то 4 сантиметра, а тут 12-13 сантиметров высота вот этого рукава до самой верхушки. Я думаю, тут все понятно. Делаем убавки и, получается, сокращаем наш узор основной. И вот так вот получится. Это уже один готовый рукав. Вот так вот получается. То есть вот наши убавки в каждом ряду. И вот так вот сокращаем мы узор. То есть где-то просто изнаночные, чтобы не вязать здесь накиды сразу. Вот таким вот образом сокращается узор. Здесь дальше участок в каждом втором ряду 9 раз. И опять вот такой вот косой узор, 11 убавок в каждом ряду. И далее прямой участок 21 петля, просто закрытый обычной протяжкой. Вот такой вот рукавчик. Так, и готовы уже 2 рукава. Еще раз уточнение. Тут, где 11 убавок в каждом ряду, провязываются кромочные и в начале, и в конце ряда. Тут участок, где 9 убавок в каждом втором ряду, такие вот длинные кромочные. Здесь мы в начале ряда кромочную снимаем, не провязывая. И опять такой же участок, как и в начале, тоже такие кромочные у нас в каждом ряду провязанные. И здесь закрытие просто протяжкой. Как отвязали рукава, можно их тоже сшить. Вот этот короткий участок, где у нас резинка. Для этого берем ниточку и сшиваем тем же способом, которым сшивали плечевые швы. У меня в данном случае это тамбурный шов. То есть просто по кромочным сшиваем, они здесь в принципе все совпадают. Вот так вот вставляем крючок и сшиваем тамбурным швом. Получается от вот этого края и до сюда. Тут можно закрепить ниточку и оставить ее, чтобы пришивать далее рукав в тело. И сшиваем. Сшили рукавчик, вот этот короткий участок, и зафиксируем ниточку. Этой ниткой будем пришивать. Вот так вот выглядит с лица.
Значит, рукав у нас на изнанке, и тело тоже выворачиваем наизнанку. И вот так вот прикладываем. Вот так вот мы рукав будем присоединять. Значит, здесь нужно найти серединку этого рукава. Желательно посчитать вот тут петли. Можно маркером отметить серединку. И также отметить серединку здесь. То есть вот так вот прикладываем ровненько, раскладываем и находим вот эту вот верхнюю точку с серединкой рукава. Можно соединить маркером, например, или сметать булавками. Можно вообще весь рукав приметать вот так вот булавками, вернее не приметать, а сколоть. И потом уже пришивать по кромочным рукав. Тут уже, я думаю, каждый справится сам. Это как в обычном шитье. Главное соединить серединки, то есть плечо и серединку рукава. Соединяем, и здесь, естественно, у нас шов к шву идет. И так вот сшиваем наш рукав. Еще как вариант, если нет, например, булавок, сколоть тело с рукавом маркерами равномерно, вот так вот, 2 полотна. Но, конечно же, маркеры должны быть разъемные. По кромочным вот так вот соединили 2 полотна и сшиваем по кромочным. Шили рукава, вот как получается. Вот у нас шов на рукаве и по пройме. И вот как с изнанки. Здесь у нас не так, конечно, было удобно, не совпадали так петли, поэтому где-то нужно было пропускать, чтобы припосадить этот рукавчик. И вот так вот выглядит шов. Вот такие вот вытянутые у нас петли. Это я их специально не затягивала, чтобы не стянуть шов. Рукава готовы, и теперь осталось обработать горловину. Для этого берем левый плечевой шов и отсюда будем набирать петли по горловине, начиная спереда. Берем ниточку и спицы 2,5, те же, которые мы использовали для резинок на рукавах и по низу. И приступаем к набору. Здесь у нас получаются кромочные петли по переду. Из кромочных нужно, из каждых 2 кромочных нужно набрать 3 петли. Находим первую кромочную от шва, вот она, и вытягиваем из нее первую петлю. Есть. И теперь находим вот это межкромочное пространство, вот так вот поднимаем чуть-чуть кромочную, и вот у нас есть 2 ниточки, и между ними вытягиваем вторую петлю и третью из кромочной. И вот такой вот у нас будет шаг: из 2 кромочных 3 петли. И дальше двигаемся с таким же шагом по вот этому участку, где у нас получается были кромочные и убавки. Далее у нас будет вот такой прямой участок. Здесь из каждой вот такой вот петли закрытой по 1 петле нужно будет набрать. И точно так же из спинки. У нас по спинке тоже закрытые петли. Тоже из каждой закрытой петли по 1 петле. Только вот эти участки, где у нас кромочные и были убавки для скругления горловины. Еще раз показываю. 1 петля из кромочной,
Далее находим место между кромочными. Вот так вот подтягиваем петли. И вот отсюда вытягиваем вторую. И третью. Опять из кромочной. То есть вот такие вот троечки будут у нас. Получается из каждой пары кромочных по 3 петли. В этом участке с таким шагом, и дальше уже все понятно. Набираем так по кругу и вяжем резинкой 1 на 1. Если будет в конце нечетное количество петель, то можно одну петлю убавить, провязав 2 вместе. Итак, провязали 13 рядов резинки 1 на 1 по горловине. Вот так вот она у меня стянулась. И закрываем петли. Можно, конечно, заморочиться и закрывать иглой, но у меня шелк, довольно сложная пряжа, поэтому я закрываю обычной протяжкой. Вот у нас была первая лицевая, и мы провязываем ее. Далее провязываем изнаночную изнаночной и перекидываем правую петлю на левую. И так закрываем. Вяжем по рисунку, то есть следующая лицевая, мы провязываем ее лицевой и закрываем. И так до конца. Изнаночную изнаночной провязываем. И таким образом закрываем все петли до конца. И вот такой вот у нас получается край. Закрываем все петли и можно будет постирать. Готова футболка. Я стирала ее вручную и сушила горизонтально. Шелк в мокром виде сильно тянется, поэтому во влажном состоянии желательно придать ему нужную форму, потому что когда он высохнет, он таким и останется. Поэтому я с сантиметром стояла и выкладывала футболку, так как было задумано по моим расчетам. Это было нелегко, потому что нужно было ее присобрать, так как она очень сильно растянулась, но ничего, я справилась. На этом все. Спасибо, что были со мной. Как всегда, если есть вопросы, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. А я желаю вам удачного вязания и увидимся в следующих видео.